Всем привет! В этом видео мы пройдемся по всем пушкам, корпусам и по некоторым модулям ТХ и узнаем, где что лучше использовать. Сразу же стоит оговориться, эта игра относится к таким, где постоянно происходят балансные правки, и поэтому если я говорю, что что-то является имбой, то это не значит, что оно таковым останется. А еще я почти не буду говорить про статистики вооружения, потому что это все еще 10 раз поменяется, и информация быстро устареет. В игре на данный момент три режима: CTF игра на флаге, TDM игра на киллы и DM, каждый сам за себя. От режима зависят ваши цели, действия и, соответственно, пресет. Пресет — это сочетание пушки, корпуса и модулей. Перед началом каждой битвы у вас есть время на их выбор, но что куда стоит брать? Давайте разберемся. Начнем с пушек. У каждой есть своя особенность. Каждая эффективна в разных ситуациях. Например, пушка Смоки. Она имеет быструю перезарядку и эффективна на средней и даже ближней дистанциях, что делает ее фаворитом на Рио, Иране или Тишине. То же самое применимо и к Вулкану, но с ним нужно реже прятаться за укрытиями, поэтому он себя показывает лучше там, где их меньше. Например, на песочнице. Но с расстоянием урон этих пушек падает, что говорит о том, что на большие карты, как Кунгур или Вестпрайм, их брать не стоит. На них лучше подойдут Гром для CTF или рельса с шафтом для TDM, которые стреляют хоть и реже, но дальше. Некоторые пушки эффективны на короткой дистанции. Это молот, фриз и огнемет, которые часто называют джигой. Их, очевидно, стоит брать на маленькие и закрытые карты, то есть те, на которых много укрытий, при помощи которых можно относительно безопасно подъезжать к врагам. К ближнебойным пушкам относится и Изида, но на ней можно играть в принципе везде, ведь эта пушка саппорт в первую очередь. А у Рикошета и Твинса снаряды долетают до цели не моментально, как у Смоки или Рельсы, например, что приходится учитывать. Рикошет не успевает. Поэтому их не стоит брать на карты с холмистой поверхностью, где траектория врагов будет менее предсказуема, то есть на бойню и РС. Зато на ровных местах они себя показывают хорошо. В общем, на выбор пушки влияет множество факторов: ее урон, его падение с расстоянием, длительность перезарядки, скорость полета снаряда, а также уникальные особенности пушек. И не всегда одна и та же пушка будет эффективна в разных условиях. Поговорим теперь о корпусах. Их в игре не так уж и много, всего-то 7. Они делятся на легкие, средние и тяжелые. Васп самый легкий из них, его проще всего убить, так что в TDM на маленькие карты его брать не стоит. Но его большое преимущество в том, что он позволяет быстро не только ездить, но и выглядывать из-за угла для выстрела. И закатываться потом обратно. Hornet — самый оптимальный выбор в CTF. Хоть у него и не так много хп, этого количества с учетом модулей хватает на доставку флага. Викинг и Хантер — два средних корпуса. Главное отличие между которыми заключается в том, что у второго чуть больше хп и чуть лучше раскачка. Но о ней расскажу когда-нибудь в другой раз. Диктатор — самый тяжелый средний корпус, но хорош он не только своим количеством здоровья, но и высотой. Благодаря раскачке он на песочнице, стоя со своей базой и прижавшись к стене, может простреливать тех, кто хочет взять ДД или аптечку сверху. Но если честно, помимо песочницы и, может быть, и рана, его высота особо не пригождается. Дальше идет Титан. Это второй корпус по количеству хп, а еще у него не работают тормоза. Самый тяжелый корпус в игре — Мамонт. Чем корпус тяжелее, тем он эффективнее в дефе, не считая Ирана и Рио, где враги могут просто спрыгнуть на флаг сверху. А еще тяжелые корпуса неплохо себя показывают в ДМ или ТДМ, но на них играть скучно, поэтому их мало кто берет. Переходим к модулям, самой интересной части. Модули надеваются на корпус и на пушку, по 2 активных и по 1 пассивному. Модуль увеличенный урон, который обычно называют ДД, стоит брать в 99% случаев. Он эффективен на любой пушке, в любых условиях. Дальше идет запасной магазин. Он ускоряет перезарядку пушки. Его стоит брать на Гром, Рельсу или Шафт. Он тем эффективнее, чем дольше пушка перезаряжается. Так что, если вы его наденете на Смоке, вы даже не заметите разницы. И вместо него можно взять, например, радар, если подходят под пушку и карту, или Эми. В пассивный слот можно взять адреналин, пробитие кормы или поглощение жизни.
На корпус никогда не лишним будет взять аптечку, если вы не шафтовод, который играет с адреналином, или флагоносец, который взял ускорение вместо аптечки. Дальше лучше всего взять либо броню, либо неуязвимость, которую еще часто называют неуязом. Броня действует дольше неуязвимости, и, следовательно, она лучше защищает от продолжительных источников урона, как, например, вулкан, твинс, смоки и так далее. Неуяз же работает от 1 секунды до 2, но за это время можно заблокировать выстрел рельсы или шафта, и вместе с этим кучу мин, поэтому его лучше брать тем, кто хочет возить флаги, или тем, кто хочет контрить шафтов и рельсоводов. В пассивный слот можно взять аварийную защиту, но в CTF не тратьте ее по пустякам. Это полезный модуль для захвата флага при наличии Изиды, которая за время неуязвимости, которая вам дает аварийка, может вас полностью вылечить. Но он вам доступен всего несколько раз за битву, а его легко просто случайно потерять. И вам придется еще 2 минуты ждать его откат. Другой хороший вариант — сапер, который уменьшает урон от всех видов мин. Но его главная проблема в том, что вы не можете заранее узнать, будут ли использовать их враги, так как мины не самые популярные модули. Еще один вариант — защита кормы. Ее особенность в том, что она уменьшает урон не только в корму, но и в башню. В заключение стоит отметить, что здесь были названы лишь самые популярные модули. Об остальных будет рассказано в отдельном видео. Не забывайте брать разное вооружение для разных условий, не стоит играть только на мете. Разнообразьте геймплей для себя и других, не зря же разработчики это все добавляли.